Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, события недели с 10 по 16 июля. Давайте узнаем, что думают карты для вашего знака. Ожидается вообще астрологически спокойная неделя, вот такой период, когда нам больше чего-то будет удаваться. Или мы сможем решить какие-то вопросы, которые не на надрыве каком-то или на уже напряжении мы решаем, да, или вынуждены этим заниматься, а как раз больше с позиции, когда нам нравится, когда мы остаемся довольны, когда больше позитива. Ну, давайте узнаем, что думают карты. Безусловно, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений, но я так надеюсь, что какие-то подсказки вашей интуиции вместе с картами дадут вам и возможности, может быть, рассмотреть какой-то альтернативный вариант, как вам действовать, или альтернативный вариант развития событий. И нам просто выскакивает карта девятка пентаклей и говорит о том, что деньги будут, деньги, может быть, и в рост, но мы их не тратим. Есть какая-то финансовая составляющая, видимо, вообще в целом для всех на неделе, или это ваш приоритет будет направлен больше на финансовый доход, и где я могу заработать деньги. Вполне вероятно, какую-то вам захочется завершить ситуацию, или какая-то обстановка для вас словно завершается. Здесь, может быть, действительно контракт завершается, или есть еще какой-то период, который, ну, буквально подходит к концу, и вам нужно что-то уже на будущее планировать. Но так или иначе, я могу сказать, ведь чаще это карта избавления от боли и от страданий, как будто какой-то прежний, более такой, ну, с минусом опыт мы завершаем, и тут, скорее всего, и как финансовые новые перспективы, так и какие-то возможности. А еще девятка — это всегда по нумерологии какие-то перемены. Поэтому больше, наверное, сохраняем, и все направлено на стабильность. Почему и деньги-то, собственно, нам карта говорит не тратить. И астрологические тоже буквально через неделю ожидаемо много событий. Ну, на этой неделе, если мы говорим с 10 по 16, Марс входит в знак зодиака Девы. И это как на Деву будет влиять этот Марс, придавая больше уверенности, больше желания. И знаете, именно с позиции каких-то, ну, наших, может быть, нашего продвижения или даже нашей мечты, или наших планов, таких вот далеко идущих планов, то, что для нас очень важно, или то, что просила наша душа, вот даже так. Мы именно концентрируемся больше на самих себе. И это проиграется не только в отношении Девы, но и для всех где-то знаков зодиака, стихии Земли, для вас, мои дорогие козероги, в том числе. Но уже через неделю у нас там смена лунных узлов идет. Там у нас 23 июля будет ретроградная Венера. Там, правда, еще и черная луна присоединится как раз к Солнцу, когда оно будет входить в знак зодиака Льва, в свою обитель. И в последующем черная луна еще и присоединится к Меркурию. То есть там какая-то турбулентность вполне вероятна. Та, которая в обстановке вокруг нас, может быть, в обстоятельствах, на что мы не влияем, так и в принципе вполне вероятно эти самые обстоятельства будут влиять на нас, и нам что-то придется корректировать. Но вот эта неделя — это как раз еще пока какое-то относительное спокойствие, стабильность. И важно сделать что-то для себя хорошее. Ну, давайте будем узнавать, что важно знать, или оценка ситуации, как видят карты Таро для вас, козероги. Чего не избежать или возможные неожиданности. Чему сейчас не время, по мнению карт, а что нам будет помогать. И три карты по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергии смотрим. В целом, что по финансам и личная жизнь. Что важно знать? Карта Луна. Знаете, по Луне это и есть, ну, какое-то наше желание осуществить тот или иной проект, но пока нет конкретики какой-то. Это туман, это может быть непонятная обстановка, или для вас, может быть, в плане, какие-то ваши планы, далеко идущие планы, но пока я тоже не знаю, какой метод применить, или
какой тезис-план для себя разработать. Я пока не вижу какой-то последовательности действий. Для кого-то из вас, и знаете, кстати, в хорошем плане, в хорошем смысле, со знаком плюс проигрывается карта Луна, если это касается наших близких, какой-то нашей душевной истории или дела, связанные с нашим домом. Здесь вот как раз место комфорта вот мы улучшаем или что-то, может быть, модернизируем, реструктурируем, или когда мы можем просто побыть с нашими близкими, родными, любимыми людьми, и это тоже как и отдых, какой-то релакс, вот тут проигрывается великолепно, поэтому я надеюсь, почему нет, как раз период очень подходящий для того, чтобы взять паузу и хорошенько отдохнуть. Все остальные победы оставить немножко на потом, но так зарядиться какой-то энергией и расслабиться одновременно, это тоже дело очень хорошее. Тем более вы, мои дорогие козероги, вы всегда, как правило, козерог много работает, и отдых-то вам точно не помешает. Поэтому я надеюсь, что глобальных каких-то планов вы не будете ставить, может быть, на эту неделю, и тогда хорошо отдохнуть идеально. Потому что, знаете, с учетом этой карты, все-таки есть такой момент, что, во-первых, Луна это всегда нам говорит о чем? Сейчас как будто мы не видим что-то отчетливо. Если мы переложим на какие-то дела или вопросы, которые там мы хотим осуществить, предположим. И выглянет солнце, и тебе что-то станет определенно ясно. А вот сейчас, видимо, на этой неделе, сколько ты не проясняй какую-то ситуацию, как будто прояснить невозможно. Может быть, обстоятельства еще не развились до той степени, как должно. Поэтому нам все равно нужно ждать. Какие-то задержки в делах тоже по этой карте предусмотрены. Поэтому, повторяюсь, для отдыха время точно идеальное. Чего не избежать? Но нам, хотим мы или нет, нам придется работать словно с информацией или находиться в гуще каких-то событий, а может быть это какая-то информация, которая будет поступать, она совершенно разрозненная по пятерке жезлов в наше информационное поле. Это может быть, к примеру, конечно, и ваша работа, особенно если она связана, вы человек медийный или просто вы работаете с людьми. И здесь вот может быть этот информационный хаос, когда какую-то одну канву выстроить сложно. Или много людей с какими-то разными характерами. Или вы, может быть, столкнетесь даже с одним человеком, который думает сначала одно, потом быстро меняет как-то свое мнение, перестраиваться на другое или перепрыгивает с одного дела на другое. Тут вот есть какой-то такой момент нестабильности, но больше эта нестабильность проигрывается как информационная, когда не время принимать какие-то решения. И я так думаю, что больше карта говорит нам о том, вот все то, что я сказала, точнее по карте Луна, нет какой-то определенности, нет четкости, ясности. И, видимо, в последующем, ну, как-то проясняться сами по себе события. Так бывает, правда? Мы куда-то можем ускоряться и вот так педалировать изо всех сил ту или иную ситуацию, а в результате можем оказаться на 2 шага дальше от того места, где мы что-то начинали. А бывает как раз наоборот. Мы где-то выжидаем, и, глядишь, обстоятельства как-то складываются своим чередом, и ситуация проясняется. Вот здесь вот что-то подобное может у вас на неделе проиграться. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Но, знаете, я не могу сказать, что чему-то тут не время. Часто это бывают карты король кубков, которые говорят о наших близких или наших супругах. И здесь нет чего-то такого конкретного, чему бы сейчас не было времени. Или, я бы сказала, не время может быть где-то чересчур соскальзывать в эмоции, с одной стороны, а с другой стороны чересчур что-то подсчитывать. Может быть, переключаться где-то с одной энергии на другую, будем говорить, с какого-то материализма на другие эмоции. Ну, нам придется переключаться. Но сказать, что это будет что-то постоянное, или это то, что будет что-то надежное, или к нам придет какая-то информация по поводу, например, финансов или каких-то отношений, которые мы можем тоже опереться
Ну, наверное, нет. И еще одна карта говорит о том, что по королю кубков еще проходит, ну, где-то энергетика манипулятора. Тут нечем манипулировать, по сути дела, потому что сама по себе обстановка может быть такая какая-то двояко зыбкая. Может быть, не время соглашаться на какие-то предложения по части дела, работа, бизнес, финансы, скорее всего. Если вопрос касается предложений со стороны какого-то знакомого. Все-таки по карте Луна, знаете, есть такой момент, что мы не должны собой рисковать. По карте Луна есть такой момент, что мы должны избегать мест, где большое скопление людей. Мы тогда не контролируем ситуацию. А тут нам нужно как раз больше подмечать, что происходит вокруг. Мы не должны где-то себя подвергнуть риску, потому что мы что-то прошляпили. Карта не говорит о том, что это может быть, знаете, какая-то глобальная ошибка, но какой-то промах как будто может быть. Поэтому я так думаю, что на что-то просто не соглашайтесь. Возьмите паузу, правда, на этой неделе. Что нам помогает? Пауза помогает, мои дорогие козероги, отдых помогает, или умение взглянуть на какие-то предложения, или на какую-то информацию с другого ракурса, как будто с другой стороны. Тут есть риск, понимаете, что мы на что-то согласимся, а потом сами себя как на крючок подвесим, как на удочку нас кто-то поймает. Или мы будем вот в таком зависимом положении, ведь эта карта, ну, где-то как жертвенность проходит. Поэтому соглашаться на что-то точно не время. Отдыхать это, повторяюсь уже в который раз, идеальный момент. Ведь карта повешена нам говорит еще и о том, что могут быть задержки, какая-то вот так продолжительная пауза, и сколько ты не тормоши сам себя, вряд ли ты тут что-то ускоришь. А вот как раз если мы начинаем что-то педалировать, так вот мы вот как будто вот в этот тупик сами себя глубже можем загнать. Поэтому будьте более прозорливы, внимательны, ну, наверное, не ставьте перед собой глобальных задач. Дела, работа, бизнес. А вот в самое время сделать перезагрузку, и ведь у нас прекрасная карта выпадает. Это карта звезда. Это вообще, знаете, какие-то наши мечты, планы, намерения, те, которым мы придаем духовное значение. Это то, что мы хотим вообще, знаете, как цель нашей жизни исполнить. И всего в картах Таро две, точнее, карты выбора правильного направления. Это карта Солнца, которая о периоде в несколько месяцев говорит, а вот эта карта о периоде в несколько десятилетий. Поэтому вот, может быть, какие-то дела свои сооценить с позицией, а будет ли для меня это важно через какой-то продолжительный срок, через 10 лет, через 5 лет. То есть делать, если заниматься чем-то, то с учетом какой-то долгосрочной перспективы. Хотя продумывать какие-то свои вот именно действия наперед или чего же я хочу достичь. Это где-то наше качество жизни. Думать о качестве своей жизни. У кого-то может проиграться я обдумываю вопросы смены работы или сферы деятельности. И по этой карте может проходить как мы хотим переключиться на удаленную работу, или хотим перейти в IT-сферу, или мы что-то изучаем, или мы хотим переехать, или, может быть, у кого-то из вас приходит известие о том, что релокация офиса, и вам нужно быстро как-то и собраться, и разобраться, завершить какие-то дела, и подготовиться к отъезду, может быть, и тогда вы будете где-то этим заниматься. И знаете, по этой карте все равно нам говорят, если мы вот так сузим временные рамки, то, правда, вот за одну неделю какое-то дело мы не осуществим. Нам уже несколько карт сказали о задержке. Поэтому даже если что-то из тех дел, мои дорогие, которые у вас ну, раньше вы уже предприняли, может быть, какие-то усилия. Здесь, правда, может что-то встать на паузу. Поэтому воспринимайте эту информацию достаточно спокойно, где-то хладнокровно. Ну, при всему свой срок. А вот, кстати, уделить внимание собственному имиджу. Ну, условно, какой-то стереотип о себе сломать. Или, к примеру, заявите себе в интернет, стать медийным человеком. Карта звезда. Она нам говорит, сияйте как звезда. Вот
может быть, любое дело, которое мы планируем, увидеть свою роль в этом деле, понимаете? Чтобы именно стать этой самой звездой, позволить вдохновиться чем-то, что вас радует, или вспомнить о своих каких-то желаниях, которые тоже ждут лучшего часа, да? Так ведь бывает часто, мы себя оставляем на потом, мы говорим себе, ну вот я сначала сделаю вот это, а потом... И, как правило, это потом не приходит. А вот тут неделя идеальная для этого. Финансы. Мы ищем какой-то выход, может быть, и мы его находим. И у кого-то, если это связано с работой, скорее всего, пусть не на этой даже неделе, вы найдете способ заработка, нового заработка. Или для кого-то из вас это вопросы, правда, переезда проигрывается. И, может быть, для того, чтобы поменять работу, вам придется куда-то отправиться, и вы будете рассматривать этот вариант тоже. Или вы собираетесь переехать, и мне нужно искать работу уже в новой местности, и вы ее тоже как будто находите. Для кого-то из вас это сама по себе работа будет связана, может быть, с командировками, или это та работа, которая тоже может быть связана с удаленностью какой-то. Удаленность как дома вы можете заниматься, то есть работа на дому, так и буквально связанная в какой-то другой, может быть, местности. Может быть, кому-то из вас придется отправиться куда-то для того, чтобы на месте решить какие-то вопросы. Но так или иначе, какой-то, может быть, еще любой другой вопрос, касаемый финансов, и по этой карте мы как будто ищем выход, и мы его находим. Здесь мы можем принять как какое-то важное Соломоново решение. Или это какая-то ситуация может достичь своего пика, и мы сами себе просто скажем, все, я иду вперед. Нам может захотеться в чем-то поставить точку, и это может быть как побудительный мотив, как и к смене сферы деятельности, к смене нашего какого-то профессионального уровня. Мы можем захотеть делать карьеру, да, но побудительный мотив может быть именно какая-то финансовая история. Но у каждого по-разному. В личной жизни, казалось бы, правда, девятка кубков, правда, вот еще одна девятка, которая нам говорит о том, что будут перемены, это точно. И по карте Луна, мы ведь с этого начали, что это вот на эту неделю такая обстановка. А дальше как раз будут какие-то изменения в обстоятельствах, и нам придется что-то принять как данность. И карта нам о чем говорит? Хоть она и выпала на личную жизнь, хоть у нас и кубки, а карта, тем не менее, я ее называю картой эгоиста, когда у нас полный порядок по финансам. Значит, точно финансовые какие-то вопросы вы решите, причем на какое-то будущее, наперед. Но это карта статики отчасти. Нам говорят, деньги не тратить, но по ней предполагается как раз, что мы себя чем-то балуем. Или исполняем какое-то свое желание, которое, может быть, мы все время откладывали на потом. Или это может касаться вашего имиджа. Здесь мы можем купить себе, позволить какой-то небольшой пустячок, может быть. Нет какой-то глобальной траты. Этому точно вот не время. Но себя словно похвалить за какой-то период, или, может быть, период достаточно сложный, что вы выдержали какое-то напряжение, или решили какой-то сложный вопрос, или просто, мои дорогие, отдохнуть. С чего начали, к тому же мы возвращаемся. То же время идеальное. Это не продлится долго, говорят карты. И впереди перемены. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.